Здравствуйте, друзья! С вами Полина Боттичелли, психолог. В этом видео я хочу поговорить об индикаторах потребностей. В предыдущем своем видео я уже рассказала о том, что потребности бывают первичные и вторичные, а также о том, что они делятся на потребности «я» и потребности контакта, то есть социальные. И у нас существуют естественные индикаторы, которые помогают нам распознавать и удовлетворять наши потребности. В частности, наши потребности «я». Эти индикаторы – это скука, тоска, интерес, зависть и восхищение. Эти же индикаторы работают и с социальными потребностями, но в этом видео я буду сегодня говорить больше в контексте потребностей «я», то есть потребностей развития. Скука и интерес являются противоположностями. Скука указывает на то, что какая-то потребность не получает удовлетворения, возможно, блокируется. Тоска обычно указывает на конкретный желаемый объект или деятельность, которой нам не хватает для счастья, но по какой-то причине кажущейся нам недоступными или являющейся. Либо это та же самая скука, такая неопределенная, но в очень большой концентрации. Скука сигнализирует о том, что перспектива для удовлетворения в принципе не обнаружена или недоступна или запрещена. Если мы испытываем тоску, полезно будет прислушаться, почему конкретно мы тоскуем, почему. Лучше всего спросить себя, по какому ощущению я тоскую. Не почему конкретно какому-то предмету, который кажется нам источником этого чувства, а какое чувство мы хотим испытывать. И когда мы докопались до ответа, какое же ощущение для нас желательно, нужно спросить себя, могу ли я получить это ощущение как-либо иначе, нежели из того конкретного объекта или этим недоступным мне способом. Например, тоска по родному городу, будучи исследованной, может открыть нам, что мы тоскуем конкретно по секции танцев, которую мы там регулярно посещали и получали там много удовольствия. И осознав, что конкретно мы хотим, мы можем найти похожую секцию танцев в том месте, в котором мы теперь находимся. И, соответственно, перестать тосковать, а начать получать удовольствие. Если же, например, нам просто скучно, пока мы лежим на диване, точно так же мы спрашиваем себя, а чего бы мне хотелось, если бы все было возможно, не будь я скован обстоятельствами. И можно прям пофантазировать, закрыть глаза, представить, да, прям отпустить фантазию в полет, и фантазии, они сразу нам показывают, что у нас в бессознательном, чего там не хватает, где там дефицит. И когда мы осознали потребность, мы можем вместо того, чтобы подавлять ее, подумать, а можем ли мы как-либо двигаться в сторону ее удовлетворения. И если ответ будет «да, можем», то мы начнем испытывать интерес, и нам захочется что-то делать. Интерес, противоположность скуке, это приятная эмоция, она указывает нам, в каком направлении нужно двигаться, чтобы удовлетворить потребность. И когда мы даже не просто мы удовлетворяем потребность, а мы просто только двигаемся еще в ее сторону, нам уже становится приятно за счет того, что мы испытываем интерес. Если нам не интересна наша работа, это означает, что, скорее всего, если мы, конечно, не находимся, например, в депрессии, когда ничего не интересно, скорее всего, она не удовлетворяет каких-то наших важных потребностей. И которые, опять же, сколь универсальны, столь же и индивидуальны. То есть сами потребности достаточно универсальны, но то, как человек их будет удовлетворять и в какой степени и каким способом, абсолютно индивидуально. И также актуальность разных потребностей у разных людей различается. Поэтому знаменитая пирамида Маслоу была столь раскритикована, но я считаю, что незаслуженно, потому что лучше никто вместо нее ничего не предложил. Да, может быть, там не так все строго работает, что когда ты закрыл низший уровень, у тебя актуализируется более высокий, потом более высокий. Может быть, это не так все строго, это человек на то и называются гуманитарные науки, да, потому что человеческие, и человек тоже такая гуманитарная система, там все очень может быть по-разному. Но, тем не менее, сама эта схема пирамида Маслоу, я считаю, очень вполне себе отражает реальность. Говоря про интерес, если нам вдруг стал интересен какой-то человек или какое-то занятие, какая-то область знаний, это значит, что там кроется для нас некий ресурс, и за этим стоит некоторая наша потребность. Кстати говоря, одно из значений слова «ресурс» – это источник удовлетворения потребностей или потребностей. Пример действия скуки и интереса. Например, я вынуждена сидеть с ребенком, и мне скучно этим заниматься.
Я могу, конечно, просто вот скучать и серфить в телефоне, страдая, а могу прислушаться к этой самой скуке и пофантазировать. А чего бы мне хотелось? И вот я закрываю глаза и вижу, как я отвечаю на вопросы заинтересованных слушателей после потрясающей, успешной прочитанной мною лекции, например. Вот такое вот чувство удовольствия от того, что я вот такой эксперт, и люди так в этом нуждаются. И я начинаю понимать, что, возможно, актуализировалась моя потребность в признании. Может быть, потребность в уважении, может быть, они вместе. Но главное, что вместо того, чтобы продолжать скучать, я могу начать что-то делать в направлении этого признания. Например, написать статью, почитать какую-то книгу, поискать какую-то площадку для выступления и так далее. Благо, смартфон позволяет это делать, пока ребенок в песочнице на детской площадке играет. И двигаясь к удовлетворению своей потребности или потребностей, я уже перестаю скучать и начинаю испытывать приятный интерес. То есть минус меняется на плюс. Чувство зависти, как правило, связано с подавленными, то есть фрустрированными потребностями. А полярность чувства зависти – это чувство восхищения. Разница в том, будем ли мы испытывать кому-то зависть или восхищение, лежит, во-первых, в нашей просто личной симпатии или антипатии, а во-вторых, в том, думаем ли мы, что успехи или удовольствия человека являются заслуженными или незаслуженными. Например, я внутри себя бессознательно хочу петь на сцене. Такая есть у меня давняя какая-то неосознанная мечта. И когда я вижу, как какая-то певица, дива, поет на сцене в красивом цвете, в красивом платье, как она голосом вот это все играет, я испытываю такое мощное восхищение. Вау! Вот это да! При этом, когда я вижу, что какая-нибудь однокурсница Таня, например, сама дома записывает какие-то песни и публикует это в соцсетях, меня это бесит. Я наблюдаю за этой Таней и думаю, боже мой, она петь-то не умеет, возомнила себе певица, еще думает, что кому-то интересно будет вот ее песни эти слушать. То есть я испытываю такое неприятное раздражение, и я могу не осознавать, что я на самом деле завидую, а мне будет просто казаться, что это меня бесит Таня. Вот и все. Это просто про Таню, это вообще не про меня. Но если я развернусь к себе и спрошу, а почему меня так бесит Таня? Разве нет множества других людей, кто тоже какую-то фигню творит, выкладывает это в соцсети? Почему меня именно Таня бесит? И если я начну честно отвечать себе на такие вопросы, то я пойму, что я на самом деле не разрешаю себе даже попробовать пойти на вокальный курс и записаться, потому что заранее думаю, что меня ждет провал. А Таня разрешает себе то, чего не разрешаю себе я. И я считаю, что она незаслуженно получает даже какие-то лайки. И вот эта вот незаслуженность зачастую является как бы корнем вот этого чувства зависти. Но чувство зависти тем хорошо, что, развернувшись к себе и посмотрев на себя, мы можем понять свою потребность или свой интерес. То есть мне интересно заниматься вокалом, мне интересно демонстрировать себя на сцене. Да, вот такое желание демонстрировать себя, на самом деле, оно совсем не какое-то предосудительное, абсолютно здоровое. У некоторых людей оно просто врожденное. И точно так же восхищение, оно указывает нам на то, что вот именно это каким-то образом в нас отзывается, что-то завибрировало внутри меня, когда я увидела вот эту певицу. И, как правило, восхищение говорит о том, что мы можем точно так же, не обязательно конкретно вот так же, но что-то в этом человеке или в этой деятельности человека, в этом процессе отзывается во мне, это что-то про меня. И обязательно нужно туда смотреть. Восхищение, как правило, говорит о том, что я могу так же или я хочу так же. И на самом деле мы не можем восхищаться тем, чего уже нет в нас самих. То есть в нас есть этот потенциал, если мы испытываем восхищение. Зачастую бывает это восхищение с ноткой такой грусти. И эта грусть, если ей дать голос, она скажет: «Я хочу, но я не могу» или «не смогу». На самом деле не надо верить этой грусти, потому что если мы способны восхищаться кем-то, оно есть у нас внутри в потенциале. И нам нужно этот потенциал начать раскрывать. И мы будем получать от этого удовольствие, мы будем испытывать интерес. Даже если мы каких-то сногсшибательных результатов не добьемся, мы что-то в себе важное обязательно откроем. Таким образом, если мы всматриваемся в скуку, интерес, зависть, восхищение и тоску, мы можем находить потребности, которые нуждаются в удовлетворении. Начать двигаться в их направлении, испытывая удовольствие и счастье. А какой из индикаторов у вас срабатывает чаще? Как думаете, почему?
Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Полина Боттичелли. Всего доброго!